Ты наверняка слышал о высоких и низких вибрациях, но редко кто задумывается, откуда вообще взялась эта идея. Когда люди начали говорить об этом, они интуитивно чувствовали, что мир устроен не линейно, а частотно. Что каждое состояние – это не просто эмоция, а реальный диапазон восприятия. Идея родилась не из науки, а из наблюдения за собой. Когда ты спокоен, время течет мягко, все откликается быстрее, все вокруг как будто подстраивается под твое внутреннее поле. А когда ты в страхе, в раздражении, в обиде, мир становится вязким, события будто тянутся, звуки глохнут, тело становится тяжелым. И тогда человек решил, что есть высокие вибрации, где живет свет, и низкие, где обитают силы тьмы. Но это была ошибка восприятия, не злонамеренная, а просто преждевременная. Люди начали делить то, что по сути едино. Они не понимали, что высокие и низкие состояния – это не добро и зло, а просто разные частоты одного и того же поля сознания. Но человек не остановился. Ему показалось, что мало делить эмоции, нужно еще разделить саму реальность. Так появилось другое, не менее разрушительное заблуждение – духовное и материальное. Как будто существуют два мира, один для тела, другой для души. Но это же абсурд. Нет ни духовного, ни материального, есть только восприятие, которое меняет частоту. Когда ты называешь что-то духовным, ты уже противопоставляешь, а когда называешь материальным, ты обесцениваешь. Вот почему люди до сих пор стоят у древних артефактов и меряют их линейками. Говорят: посмотрите, какие камни, как они это сделали. Да они не делали камни, они работали с энергией, из которой сделано все. Для них не было границы между духом и материей, потому что они знали, это одно и то же поле, просто в разных плотностях. А мы разучились это видеть. Мы смотрим на чашку и думаем, это просто предмет. На тело и думаем, это просто биология. А потом ищем духовность, не замечая, что уже дышим ею каждую секунду. Все есть энергия, все есть сознание. И пока ты продолжаешь делить, ты живешь в клетке собственных определений. На Востоке, в старых учениях, эту ошибку не делали. Там знали, что инь и ян не враги, а две стороны одного дыхания. Но в западной эзотерике все стало похоже на религию. Страхи обросли мифологией, вибрации превратили в мораль, энергию разделили на светлую и темную. С тех пор, как появилось это деление, человеку стало казаться, что он живет в мире, где его постоянно атакуют. Что есть кто-то или что-то, питающееся его слабостью, его болью, его сомнениями. Это ощущение, будто реальность наблюдает за тобой из тени, будто у поля есть собственная воля. И вот тогда появились истории о сущностях, низкочастотных паразитах, энергетических вампирах. Люди начали видеть в собственных эмоциях врагов. В том, что требовало принятия, они увидели угрозу. Если посмотреть на это с точки зрения нейрофизиологии, то механизм понятен. Когда человек испытывает страх или вину, активируется лимбическая система, древний мозг. Она не различает, где внутренняя опасность, а где внешняя. И тогда сознание делает единственное, что умеет – создает образ. Оно буквально рисует страх перед глазами. Так работает сновидение, так же работает паническая атака, так работает религиозное видение. Когда тело не может вместить напряжение, оно его проецирует. И эта проекция становится другим существом. Ученый Джулиан Джейнс в своей теории бикамерального мозга предположил, что древние люди слышали свои мысли как голоса богов. То есть их сознание было разделено. Одно полушарие приказывало, другое подчинялось. Тогда боги действительно говорили с человеком, но только потому, что человек еще не осознавал.
он говорит сам с собой. И если взглянуть на современные контакты, астральные атаки или низкие вибрации, мы увидим ту же структуру. Сознание, которое не узнает себя в происходящем. Разделенное восприятие, играющее в добро и зло. И вот мы живем в мире, где миллионы людей продолжают защищаться от своих же состояний. Они чистят энергию, борются с негативом, отрезают токсичных людей, проводят ритуалы повышения вибраций. Но все это лишь попытка убежать от простого, от признания, что все это внутри, что частоты, на которых они снижаются, не приходят извне, а рождаются изнутри, из неосознанного сопротивления. И пока человек не перестанет делить себя на светлое и темное, он будет вечно воевать с тенями, которые сам же и создает. Когда мы говорим «вибрация», большинство людей представляют себе нечто мистическое, тонкие волны, пронизывающие пространство, или энергию, которая движется через тело. Но если отбросить все красивые слова, вибрация — это просто частота изменения состояния. Все во Вселенной вибрирует, и сознание тоже. То, что мы называем реальностью, это совокупность этих колебаний, принятых нашим восприятием. Мы не видим мир, как он есть. Мы видим тот диапазон, на котором резонируем сейчас. И если ты изменяешь состояние, меняется не только настроение, меняется сама реальность, потому что реальность — это зеркало твоей частоты. С научной точки зрения, вибрация — это волна. Но волна всегда имеет две стороны — амплитуду и частоту. Амплитуда — это сила эмоции, а частота — это скорость осознания. Когда человек в страхе или гневе, волна становится медленной и густой, поэтому тело ощущается тяжелым, а время тянется. Когда он в благодарности или любви, волна ускоряется, и пространство будто раскрывается. Поэтому говорят, все течет легко, все идет само. Не потому что кто-то помогает, а потому что резонанс между тобой и миром становится точным. Частота — это язык сознания. На низких частотах ты чувствуешь вещи, на средних — эмоции, на высоких — мысли. А еще выше — чистое осознание, которое даже не думает, а просто знает. И каждая из этих ступеней не выше и не ниже другой, она просто разная. Когда эзотерики начали делить вибрации на хорошие и плохие, они забыли, что низкие частоты нужны не меньше, чем высокие. Без баса не звучит музыка, без корня не растет дерево. Энергия в теле должна проходить весь спектр, от плотной земли до прозрачного света. На уровне физиологии это видно буквально. Мозг, сердце и клетки тела излучают электромагнитные колебания. Когда человек спокоен, ритмы мозга, дыхание и сердца выравниваются. Это состояние называют когерентностью. В нем энергия не рвется, не тратится на борьбу. Она циркулирует. А когда мы тревожны или подавлены, ритмы рассинхронизируются, частоты разбиваются на фрагменты, и сознание теряет фокус. Тогда кажется, будто мир против нас, будто что-то мешает, но на самом деле просто нет согласованности внутри. Можно сказать, что вибрация — это не свойство материи, а форма восприятия. В каждый момент ты сам настраиваешь частоту, на которой воспринимаешь происходящее. Можно видеть тот же день как хаос, и это будет одна частота. А можно увидеть его как узор, и это будет другая. Мир не изменится, изменится твоя способность чувствовать его. Поэтому и говорится, что высокие вибрации — это не бегство вверх, а глубина присутствия. Чем тише ум, тем тоньше восприятие. Когда ты перестаешь делить себя на светлого и темного, все поле выравнивается. И ты начинаешь видеть,
что даже страх вибрирует на частоте жизни. Просто там меньше света осознанности. А свет — это внимание. Оно освещает любое состояние и делает его частью единого потока. Вот почему никакие вибрации не нужно повышать. Их нужно слышать. Вместо того, чтобы бороться с низким, включить его в музыку своего поля. Тогда и низкое, и высокое перестанут существовать по отдельности. Останется только гармония, живая частота твоего сознания, которая больше не ищет, где свет, а просто светит. Когда человек видит то, чего нет, он не обманывается. Он просто видит внутреннее снаружи. Все, что мы воспринимаем, проходит через призму сознания, и если эта призма разделена, реальность тоже разделяется. Поэтому иногда тебе кажется, что рядом есть нечто, что дышит иначе, чем ты, что присутствует не в теле, но ощущается телом, что наблюдает, хотя ты один. Но на самом деле это и есть ты, та часть тебя, которую сознание не может пока вместить в свое «я». С научной точки зрения, этот эффект хорошо известен. Когда человек переживает стресс, страх или утрату контроля, мозг теряет внутреннюю синхронизацию. Височные доли активируются неравномерно, и возникает ощущение чужого присутствия. Это называют синдромом второго наблюдателя. Никаких призраков нет, просто мозг не различает собственную активность и внешние стимулы. Он создает форму, чтобы объяснить то, что не может объяснить словами. Так рождается другое. Но если смотреть глубже, то это не ошибка мозга, а попытка сознания вернуть себе целостность. То, что мы называем сущностями, это не зло, не атака, а отражение неосознанных состояний. Они появляются не для того, чтобы нас напугать, а чтобы показать, где энергия застряла. Когда ты боишься, ты сжимаешь пространство. И чем сильнее сопротивление, тем плотнее становится образ. В какой-то момент внимание превращает внутреннее в внешнее, потому что восприятие ищет выход. В древних текстах часто говорилось, что человек живет среди духов, но духи эти не вне, а внутри восприятия. Они — сгустки внимания, застывшие формы сознания, которые продолжают вибрировать даже без осознания. В современной психологии это назвали бы архетипами или субличностями, в эзотерике — сущностями, а в нейронауке — автономными паттернами мозга. Все три описывают одно и то же — фрагмент энергии, потерявший связь с целым. Когда сознание спит, эти фрагменты оживают. Именно поэтому во сне ты можешь видеть образы, которые взаимодействуют с тобой как отдельные личности. Но ведь они тоже ты. Просто внимание разделилось на роли. И в жизни происходит то же самое. Мы играем драмы, сталкиваемся с токсичными людьми, боремся с темной энергией, не замечая, что все это сцены одного спектакля. Видение сущностей — это этап пробуждения. Это момент, когда внутренний наблюдатель впервые сталкивается со своими отражениями и не узнает их. Он еще не готов принять, что свет и тьма — это одно движение сознания, и поэтому воспринимает часть себя как угрозу. Но стоит изменить угол взгляда, и все исчезает. Не потому что ты победил зло, а потому что перестал питать его вниманием. Если бы мы могли спокойно смотреть на любую тень, не пытаясь от нее убежать, она растворялась бы в ту же секунду. Ведь тень — это всего лишь форма, лишенная света. А свет — это внимание. То, на что ты смотришь без страха, не может быть против тебя. Оно становится тобой, и в этом великая тайна сознания. Никто никогда не атакует нас извне. Мы просто встречаем разные состояния своего же поля и называем их именами, чтобы хоть как-то понять, что с нами происходит.
Но чем выше частота осознанности, тем меньше названий нужно. Потому что остается только одно чувство – присутствие. Без форм, без врагов, без разделения. Великая ошибка эзотерики не в том, что она говорит о вибрациях, полях и энергиях. Все это реально. Ошибка в том, что она дала этим словам смысл борьбы. Она превратила частоты в армию света и тьмы, сделала из энергии моральный закон, где высокое – это добро, а низкое – зло. Но энергия не знает морали. Она не добрее и не злее огня, который может согреть дом или спалить его дотла. Все зависит не от самой силы, а от того, кто ей управляет, и с каким состоянием внутри. Когда человек делит мир на светлое и темное, он теряет целостность. Он создает конфликт прямо в собственном поле. Это высокое, а это низкое. Это можно, а это плохо. Это от света, а это от тьмы. Но ведь все это – одно движение сознания. Свет не существует без тьмы, как тьма без света. Они рождаются одновременно. И пока ты отвергаешь одно, ты не можешь по-настоящему быть в другом. Так человек, который боится низких вибраций, на самом деле боится самого себя, тех состояний, где его внимание теряет контроль. Вибрации не бывают чистыми или грязными. Бывает внимание, наполненное страхом или доверием. Бывает восприятие, которое сжимается, и восприятие, которое раскрывается. Вот и все. Когда ты думаешь, что вокруг тебя темные силы, ты просто попал в диапазон, где твоя энергия сопротивляется. Но это не зло. Это сигнал. Это жизнь, которая просит внимания. И если ты перестанешь делить ее на хорошую и плохую, она перестанет казаться угрозой. Человеку всегда хотелось объяснить боль. Откуда она? Почему с нами случаются утраты, болезни, страхи? И когда он не мог найти ответ внутри, он искал виноватого вовне. Так появились дьяволы, демоны, энергетические паразиты. Это было удобно. Если есть зло, значит, есть и путь к спасению. Но это не путь освобождения, а путь бегства. Потому что пока ты борешься с тьмой, ты кормишь ее своим вниманием. И чем больше сопротивления, тем сильнее становится то, с чем ты сражаешься. Настоящая духовность не в очищении, а в принятии. Не в том, чтобы избавиться от низкого, а в том, чтобы увидеть в нем свою собственную неосознанность. Когда ты позволяешь даже страху быть, он теряет власть. Когда ты перестаешь бежать от боли, она превращается в знание. Вот что значит повысить вибрацию по-настоящему. Не подняться выше, а расшириться так, чтобы в тебе поместилось все. Самая сильная энергия – не любовь, как о ней часто говорят, и не свет. Самая сильная энергия – осознанность. Потому что только она может вместить и любовь, и страх, и свет, и тьму, не разрушая ни одной из них. Осознанность – это состояние, где больше нечего отбрасывать, где все стало прозрачным, и через все течет одно дыхание. Когда человек доходит до этого понимания, исчезает нужда в защите, ритуалах и чистках. Ты не очищаешь поле, ты перестаешь его загрязнять своим разделением. Ты не поднимаешь чистоту, ты возвращаешь ее в естественный ритм. И именно тогда энергия снова становится нейтральной, свободной, живой. Не твоей, не чужой, не светлой и не темной, просто жизнью, которая дышит сквозь тебя. Когда все это понимаешь, внутри наступает тишина. Ты перестаешь искать, где высокие вибрации, а где низкие. Перестаешь спрашивать, кто прав, кто виноват, кто виновен в твоем настроении или в том, что мир сегодня кажется другим. Все становится проще.
Есть ты и есть жизнь, которая дышит. И этот дыхательный ритм уже и есть частота. Если в какой-то момент тебе тяжело, если кажется, что все рушится, или что в тебе слишком много тревоги, не нужно поднимать частоты, не нужно бежать к практикам, к очищениям, к медитациям. Просто сядь, почувствуй, как ты дышишь. Почувствуй, что воздух входит и выходит сам, что жизнь все равно продолжается, даже если тебе кажется, что ты остановился. В этот момент не пытайся избавиться от плохого. Просто не называй это плохим. Назови это состоянием. Это тоже часть твоей энергии. Просто она пришла без имени. И чем мягче ты смотришь на нее, тем быстрее она возвращается в движение. Если тебе страшно, не гони страх. Посмотри, что под ним. Там всегда будет энергия, которая хотела быть услышанной. Если злишься, почувствуй тепло этой злости. Это же сила. Просто она перепутала направление. Если чувствуешь грусть, не спеши ее лечить. Она приходит, чтобы освободить место для чего-то нового. Вот и вся практика. Не убегай, не оценивай, не дели. Смотри и позволяй. Когда ты так живешь, постепенно начинает происходить странная вещь. Энергия перестает застревать. Ты становишься проводником, и все проходит через тебя. Радость, боль, вдохновение, усталость – все течет. И вдруг ты замечаешь, что даже низкие вибрации не исчезают, а просто перестают казаться низкими. Потому что больше нет точки сравнения. Есть только одно движение – дыхание жизни, которое проходит через все диапазоны. Ты больше не боишься сущностей, потому что понимаешь, все, что ты можешь почувствовать, это ты. Ты больше не ищешь света, потому что видишь, что он всегда был внутри. И ты больше не разделяешь, где духовное, а где земное, потому что одно без другого не существует. Вот почему, когда ты по-настоящему возвращаешься к себе, никакие вибрации не нужно поднимать. Они сами выравниваются. Сознание перестает дрожать от страха, и мир вокруг вдруг становится тише. Птицы, люди, звуки, даже воздух – все будто звучит на одной ноте. И ты чувствуешь, что это не просто тишина. Это согласованность. Это и есть чистая чистота. Может быть, именно это и называют просветлением, но по сути – это просто момент, когда больше не нужно ничего исправлять. Ты перестаешь бороться, потому что видишь. Борьба была с воображаемым. Ты перестаешь защищаться, потому что понимаешь, а от кого? Ты перестаешь искать любовь, потому что понимаешь, это то, из чего ты состоишь. И тогда весь этот разговор о вибрациях теряет смысл, потому что теперь ты не измеряешь чистоту, ты ей живешь. Ты чувствуешь, что каждая эмоция, каждый вздох, каждый человек – это часть одного поля, и что даже самый трудный момент звучит в общей симфонии. Ты не поднимаешься, ты возвращаешься. Не очищаешь, а отпускаешь. Не борешься, а слышишь. И когда ты так живешь, энергия не требует названия. Она просто есть. Живая, текущая. Чистая чистота твоего присутствия.